Андрею было 63, но он чувствовал себя старше. Годы отпечатались в сухой коже его рук и в пустоте, которая осталась после нее. Лена ушла 2 года назад, тихо во сне, оставив его одного в их маленьком доме на окраине города. «Сердце», – сказали врачи. Он не плакал на похоронах, не мог, все внутри будто замерзло. Но был еще Бим, их старый лабрадор с седой мордой и глазами, которые Лена называла человеческими. Бим был ее тенью. Спал у ее ног, встречал у двери, даже ел только после того, как она похвалит его за терпение. Теперь он стал тенью Андрея. Утро начиналось одинаково. Андрей варил кофе. Крепкий, как любила Лена, хотя сам давно разучился его пить. Бим лежал у плиты, тяжело дыша, и смотрел на пустое кресло, где она сидела раньше. Андрей бросал ему кусочек хлеба, но в последние недели Бим только нюхал его и отворачивался. Сначала Андрей думал, что пес просто стареет. 13 лет для лабрадора не шутка. Но потом заметил, как Бим начал хромать, как его дыхание стало хриплым, а шерсть на боках поредела. В тот день Андрей проснулся от тишины. Обычно Бим поскуливал по утрам, просился на улицу, но сегодня было тихо. Андрей спустился в кухню и увидел его. Бим лежал у кресла Лены, свернувшись в клубок, и не поднимал головы. Андрей присел рядом, погладил его по спине. Шерсть была холодной, а дыхание едва слышным. «Эй, старик, ты чего?» Голос Андрея дрогнул. Он вспомнил, как Лена гладила Бима. Шептала ему что-то ласковое, даже когда сама уже не вставала с кровати. «Ты за ним смотри, Андрей. Он нас держит вместе», – сказала она однажды. И вот теперь Бим уходил, а Андрей понял, что теряет не просто собаку. Теряет ее, Лену, снова. Он схватил телефон, набрал ветеринара, но в трубке только гудки. Тогда он поднял Бима на руки, тяжелого, как мешок с кирпичами, и понес к машине. «Держись, старик», – шептал он, хотя не знал, кому это говорит, Биму или себе. Ветеринарная клиника была в 10 минутах езды, но дорога казалась бесконечной. Бим лежал на заднем сиденье, тихо поскуливая, а Андрей гнал, стиснув зубы, и думал о том, как однажды не успел сказать Лене «прости» за ту дурацкую ссору перед ее уходом. Он не простит себе, если не спасет хотя бы Бима. Ветеринар, сухощавый мужчина с усталыми глазами, осмотрел Бима прямо на столе в кабинете. Андрей стоял рядом, сжимая в руках ключи от машины так сильно, что металл впился в ладонь. Бим лежал тихо, только изредка вздрагивал, когда холодные пальцы врача трогали его бока. После долгой паузы ветеринар снял очки и посмотрел на Андрея. «У него опухоль в легких. Большая. 13 лет. Это много для собаки, сами понимаете». Андрей кивнул, хотя внутри все сжалось. Он ждал продолжения, цепляясь за любую надежду. «Можно что-то сделать?» – спросил он, и голос прозвучал хрипло, как старый патефон. «Есть операция», – сказал ветеринар, но тут же добавил. «Шанс небольшой, 20%, что он ее переживет. И дорого. С анализами, наркозом, восстановлением 1050 выйдет, может больше». 50 тысяч. Андрей почувствовал, как пол уходит из-под ног. Пенсия едва покрывала коммуналку и еду, а сбережений почти не осталось. Последние деньги ушли на лекарства Лены 2 года назад. Он посмотрел на Бима, который слабо дышал на столе, и вспомнил, как они с Леной откладывали на поездку к морю. Она мечтала увидеть волны, посидеть на берегу с кофе в руках. Они так им не поехали. Сначала ее здоровье, потом все. Осталась старая жестяная банка, где лежало 1015, спрятанная в шкафу под ее шалями. «Сколько у меня времени?» – спросил Андрей, глядя в пол. «День, максимум 2. Если не решите, он просто уснет. Без боли, но уже не проснется». Андрей вышел из клиники, неся Бима на руках. Холодный ветер бил в лицо, а в голове крутилось 50 тысяч, 20%. Лена бы не простила, если бы я сдался. Он положил Бима в машину и поехал домой, но мысли уже цеплялись за старый сервант в углу гостиной. Там лежал ее серебряный браслет, подарок на их 20-ю годовщину. Лена надевала его раз в год, смеялась, что он слишком шикарный для их простой жизни. Андрей знал, что его можно продать, может, 1020, если повезет. Но это было ее кусочек, который он не трогал даже в самые тяжелые дни. Дома он уложил Бима на ковер у кресла Лены, сел рядом и долго смотрел на него. Потом встал, открыл шкаф и достал банку с деньгами. 15 тысяч. Жалкая кучка мятых купюр.
Он взял браслет в руки, холодный и тяжелый, и впервые за 2 года заплакал. Не громко, а тихо, как будто боялся разбудить Бима. На следующее утро Андрей встал раньше солнца. Бим лежал на том же ковре, слабо шевеля хвостом, когда Андрей гладил его по голове. Он не спал всю ночь, держа браслет в руках, то сжимая его, то отпуская. В голове звучал голос Лены. «Ты за ним смотри, Андрей». К утру решение пришло само. Он не мог ее подвести, не мог потерять Бима, не попробовав. Он завернул браслет в старую тряпку, положил в карман куртки и поехал в ломбард на другом конце города. Там было холодно и пахло ржавчиной. Молодой парень за прилавком долго вертел браслет в руках, цокал языком, потом сказал: «Серебро, проба хорошая. 20 000 дам, больше не выжму». Андрей кивнул, хотя внутри что-то оборвалось. Он подписал бумагу, взял деньги и вышел, чувствуя, как пальцы дрожат. 20 000 плюс 15 из банки – 35. Еще 15 000 надо было где-то найти. Дома он пересчитал купюры, разложив их на столе, и понял, что выхода нет. Старую гитару, на которой Лена когда-то бренчала по вечерам, он продал соседскому пацану за 5 000. Тот давно просил. Остаток пришлось занять у Петра, старого друга, который жил через 3 дома. Петр молча выслушал, протянул смятые десятки и сказал: «Ты бы Ленке сказал, что так ее помнишь. Она бы не сердилась». К полудню деньги были собраны. Андрей отвез Бима в клинику, передал его ветеринару и сел в коридоре, глядя на белую стену. Операция длилась 3 часа. Он не шевелился, только крутил в руках ключи, пока пальцы не онемели. В голове крутились воспоминания. Как Лена ругалась на него за пустяки. Как он хлопнул дверью в тот вечер, когда они поссорились из-за какой-то ерунды. Она хотела новый ковер, он бурчал, что старый еще сойдет. А через неделю ее не стало. Он не успел сказать, что ковер был неважен, что она была важна. Дверь кабинета открылась, и ветеринар вышел, вытирая руки. Андрей встал, чувствуя, как сердце колотится в горле. «Вытащили опухоль», – сказал врач. «Но он слабый. Если переживет ночь, будет шанс. Посмотрим». Андрей кивнул, не в силах говорить. Он сел у клетки, где лежал Бим. С трубками, с бинтами, но живой. И впервые за долгое время Андрей шепнул: «Прости, Лен, я стараюсь». Андрей провел ночь в клинике, сидя у клетки Бима. Свет ламп был тусклым, а тишину нарушал только слабый хрип пса и редкие шаги ночной смены. Он не хотел спать, только смотрел на Бима. На его седую морду, на бинты, которые казались слишком белыми на фоне потускневшей шерсти. В какой-то момент Андрей положил руку на стекло клетки, будто мог передать ему свою силу. Бим не шевелился, только изредка вздрагивал, как во сне. Глаза Андрея горели от усталости, но он держался, пока где-то под утро, сам того не заметив, задремал, всего на миг прислонившись к стене. Он очнулся от звука шагов. Ветеринар вошел в комнату, его лицо было непроницаемым. Андрей встал, чувствуя, как ноги одеревенели, и сразу понял, потому как врач отвел взгляд. «Он ушел час назад», – тихо сказал ветеринар. «Мы сделали все, что могли. Он просто уснул». Андрей посмотрел на Бима. Тот лежал так же, как ночью, но теперь без малейшего движения. Он не заметил, как это случилось, и от этой мысли горло сжалось еще сильнее. Андрей кивнул, глядя на Бима. Тишина снова стала невыносимой, как в то утро, когда он нашел его у кресла Лены. Он попросил оставить его одного, и ветеринар молча вышел. Андрей присел рядом с клеткой, открыл дверцу и положил руку на холодную шерсть. «Ты все-таки ушел к ней, да?» – прошептал он. Голос сорвался, и слезы, которых не было 2 года, наконец хлынули, горячие, тяжелые, как дождь. Дома было пусто. Андрей принес Бима в старом одеяле, завернул его и поехал на кладбище, где лежала Лена. Он выкопал яму рядом с ее могилой, небольшую, но глубокую, чтобы никто не тревожил. Земля была холодной, липла к рукам, но он не останавливался. Когда все закончилось, он сел на траву между ними, Леной и Бимом, и долго молчал. Потом достал из кармана смятую пачку сигарет, которую не трогал с ее смерти, закурил и выдохнул дым в серое небо. «Я вас не сберег», – сказал он тихо, – «но вы теперь вместе. Это я один остался». Он вспомнил их ссору, ту глупую вспышку из-за ковра, ее обиженный взгляд, его упрямое молчание. И как она умерла, не дождавшись его «прости». Бим был последним шансом исправить хоть что-то, но и его он потерял. Андрей сидел там до вечера, пока ветер не прогнал его домой. В пустой кухне он поставил 2 чашки, одну для Лены, одну для себя, и налил кофе. Впервые за 2 года он выпил его до дна, чувствуя, как горечь обжигает горло.
Прощение не пришло, но в этой тишине он наконец принял, что они ушли, а он должен жить дальше. Один. Прошла неделя после того, как Андрей похоронил Бима рядом с Леной. Дом стал еще тише. Ни поскуливания, ни шороха лап по полу. Андрей жил механически. Варил кофе, смотрел в окно, ложился спать. Но каждое утро он ставил 2 чашки. Одну для себя, одну для нее. И пил в одиночестве, глядя на пустое кресло. Горечь кофе стала его единственным спутником. В тот день он вышел за почтой. Ящик давно переполнился, но ему было все равно. У крыльца он заметил что-то живое. Маленький щенок, худой, с мокрой шерстью, сидел в коробке из-под обуви. Рядом лежала записка, нацарапанная кривым почерком. «Возьмите, пожалуйста, не могу держать». Щенок посмотрел на Андрея. Глаза большие, темные, как у Бима в молодости. Андрей замер. Он хотел уйти, закрыть дверь, но щенок тихо пискнул, дрожа от холода. «И что мне с тобой делать?» – пробормотал Андрей, но голос дрогнул. Он наклонился, взял коробку и занес в дом. Щенок тут же вылез, затоптался на месте и лизнул его руку. Теплый, живой. Андрей отшатнулся, будто это прикосновение обожгло его, но потом медленно сел на пол рядом. Он смотрел на щенка, который неуклюже тыкался носом в его ботинок, и вдруг вспомнил, как Лена привезла Бима, такого же мелкого пищащего комка. «Он нас найдет, если потеряемся», — сказала она тогда, смеясь. Андрей закрыл глаза, чувствуя, как слезы снова подступают, но на этот раз они были другими. Не горькими, а теплыми. «Это ты, Лен, да?» – шепнул он, глядя в потолок. «Подсунула мне нового хлопотуна, чтобы я не кис тут один». Он взял щенка на руки, тот уютно свернулся у него на груди, и Андрей впервые за 2 года улыбнулся. Слабо, но искренне. Позже он достал старый ошейник Бима, подогнал его под размер и надел на малыша. Назвал его Тихон за тишину, которую тот пока не нарушал. Вечером Андрей налил кофе в 2 чашки, поставил их на стол и добавил 3-ю, маленькую, для Тихона. Щенок лизнул каплю с пола и чихнул, а Андрей тихо засмеялся. «Ну что, будем жить», – сказал он, и в этой фразе было больше, чем просто слова. Андрей смотрел на Тихона, который мирно спал у его ног, и чувствовал, как в груди разливается тепло. Впервые за 2 года. Он допил кофе, поставил чашки в раковину и тихо сказал в пустоту: «Спасибо, Лен. Мы справимся». Щенок шевельнулся во сне, а Андрей шагнул к окну, глядя на первые звезды, и понял, что жизнь, несмотря на все, продолжается. Дорогие друзья, мы очень просим вас подписаться на наш канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это действительно сильно нам помогает. Спасибо вам за то, что вы с нами.